Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Отвечаю на вопросы, что такое зеленые операции. У нас много новичков, и они хотят понять. Пишите мне, зачем и что это такое. Так вот, смотрите, зеленые операции, что это такое? Это удаление какой-то части растения. В данном случае мы вот цветы, сегодня поговорим о цветах, а также о рассаде. Это очень важно. Почему это важно? Во-первых, у нас есть календари, уже те, кто с нами работает, знают, что нужно в определенные дни это делать. А что это такое зеленая операция? Что нужно для этого? Мне понадобятся ножницы. Вот они у меня от марганцовки. Вот, можно раствор такой сильной марганцовки сделать. Можно спирт, нужна ватка. Я сразу же и рассказываю, и сразу же отвечаю. Немного спирта. Внутрь не употребляем для здоровья растений. Смазали. И руки свои тоже. Потому что мы очень часто еще маленькие растения, и мы переносим вот эти все вирусы и споры грибковых заболеваний, еще маленькие вот эти растения. Эти цветы у меня уже цветут больше месяца. Да, они 15 февраля впервые зацвели. И что я делаю с ними, видите, новенькие появляются. Вот зеленая операция – это удаление какой-либо части вот растения. В данном случае цветы. Если этот цветок, вот он отцвел уже, видите, вот, если его оставить, вся сила растения будет идти на то, чтобы дальше формировать, оставить семена. Я пробовала, но это нужно оставить 1-2 цветочка и больше не видеть никакого цветения. Я предпочитаю покупать, докупать и собирать корешочки. И что я делаю? Когда хороший день, а у нас утром уже сегодня был календарь на апрель месяц до конца, и каждый месяц мы даем календарь зеленых операций, запомните. Я вот, смотрите, вот внизу у основания обрезаю, у меня ножницы чистые, и обрезаю вот эту часть. Это зеленое растение, зеленая операция. Обычно зеленые операции, о них говорят виноградари, ну и садоводы. Они летом работают с тем, что убирают пасынки, убирают какие-то части растений, прищипывают. У нас тоже на рассаде это будет. Смотрите, кроме этого, у меня листики уже отработали. Есть вот желтенькие листики. Я тоже их обрезаю. У нас сегодня дни Гекаты, это новолуние. Завтра у нас. И, естественно, Овен, сухой знак. И я вот эти обрезки делаю не только и в саду, и на винограднике, но очень хорошо эти обрезки делать также и с зелеными растениями. Это что касается цветов. Теперь задача по рассаде. Сейчас я цветочки эти отложу и покажу по рассаде. Вот, опустим их. Вот она рассада. Смотрите, я даже, когда у меня видео есть, когда я ее высаживала, под эти семидольные листики, оставляла вот эти семидольные листики. Потом еще вот этот есть. Я высаживала в такие дни, как говорят именно аксакалы этого дела, они называют эти дни гнилыми. А гнилые дни – это дни воды и дни девы. Ну и плюс полнолуние в любое время нельзя обрезать. И смотрите, снова же, что я делаю? Сегодня Овен. И время перед новолунием. Я теперь беру, вот чтобы видно было, так, а ну-ка, вот с этой стороны видно, да? Я беру и обрезаю вот этот семидольный листик. Так, теперь этот обрезаю. Ну и вот этот тоже обрезаю. Но не только обрезка листьев, это зеленые операции. Зеленые операции – это вот удаление вот этих пасынков. Это для томатов, для тех же баклажанов и особенно огурцов. Вот этот пасынок беру аккуратненько, вот таким образом удаляю. Можно зеленочкой замазать, можно вот снова же руки у меня в спирт. Можно это проще, я руки не пачкаю. Далее вот снова формируется пасыночек. И чем меньше вот этот пасыночек, конечно, тем лучше. Вот надо уже заниматься этим. Когда выращиваешь небольшое количество, и это у нас высокорослые, урожайные, высокоурожайные растения, то этим можно заниматься от души и по графику, что мы и делаем. Далее будут вот помидоры, да, кроме пасынков, уже в августе месяце я делаю прищипку. Формируется где-то 10 кистей,
8-10, и тогда нужно, чтобы все созрели, вот тогда я тоже прищипку. Это тоже зеленая операция. Таким образом, зеленые операции – это удаление какой-то части растения для того, чтобы, первое, для томатов, почему я удаляю нижние листики, для томатов вот еще и этот удалю, когда я высаживаю рассаду, так, удаляю, вот так. Что происходит? Когда вот эти листики находятся внизу, они, кстати, это меня учил тоже Аксакал, старейший огородник, он без образования, но он всегда говорил, ты помни, запомни, что вот снизу, вот растение, листик вырос, и он 30 дней только служит, как пчела. Вот это я запомнила. Пчела живет 30 дней и погибает, работает. То же самое. Потом происходят такие вещи, когда ослабленные растения сюда, вот на нижнюю часть листика, попадают споры грибковых заболеваний. И, естественно, здесь уже не может противостоять листик, здесь развиваются споры грибковых заболеваний, здесь начинается болезнь и поднимается вверх по листьям. Влажность высокая, температура, и растения погибают. Та же фитофтора. Это первая важная вещь, которая дает нам зеленые операции. Вторая очень важная вещь для томатов, для баклажанов, для перцев. Ну, перцев только я обычно обрезаю вот, семидольные и пасынки убираю. Что происходит? Смотрите, я осветлила это место, то, что солнце больше поступает, но самое главное – воздух. Должен быть сквозняк вот здесь, по ногам. Как говорят наши местные жители, которые выращивают, занимаются вот этим делом, все время должен быть сквозняк по ногам. Тогда не будет вот этого застоя воздуха, и тогда не будет так тоже заболеваний. Ну и дыхание, должно быть дыхание у томата, у всех овощных растений. Ну и по огурцам я тоже удаляю, там вы хотите увидите, как мы выращиваем огурцы в один стволик. То же самое удаляем зеленые части для того, чтобы получить хороший урожай. И вот это третий уже важный плюс, это то, что мы, обрезая вот эти части, листики, когда формируются, вот у нас уже тут цветочки, когда здесь будут, зацветет, завяжутся плоды, все питательные вещества будут идти именно к этому. Если я не обрежу, вот долго не созревает, то есть мы ускоряем процесс созревания плодов, и дальше растение ускоряется, интенсивный рост. Во время интенсивного роста мы вот эти операции проводим. Ну вот я думаю, что я ответила и объяснила, зачем, что такое зеленая операция. Это удаление части растений, какого-то зеленого, в зеленом состоянии. И для чего это дается? Это для того, чтобы это делали старые, мудрые огородники. Их уже, к сожалению, нет на земле. Но вот мне повезло, что мне рассказывали, я это запомнила и это использую. И теперь я знаю, что такое гнилые дни, и исключаю гнилые дни и полнолуние с обрезки вот с этих зеленых операций. Даже если я что-то пропустила, я подожду чуть-чуть, день, два, три, перерастет какой-то пасынок, но я зато потом его и не заболеют. Кстати, сейчас очень часто вот переносится именно с помощью зеленой операции с больного растения на здоровые вот эти все заболевания. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик ответили на ваши вопросы, которые буквально последние дни посыпались, что это за зеленые операции. И мы прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.